Доброго времени суток. Решил записать чуть-чуть интро. Несмотря на то, что у нас почти что 400, казалось бы, мало подписчиков, да, но при этом уникальных посетителей, те, кто смотрят канал, это больше 14 тысяч за ближайшие 28 дней. И всего просмотров больше 42 тысяч за ближайшие 28 дней. Так что это достаточно немало. И что это мне говорит? Это мне говорит о том, что большое количество новых зрителей приходят, те, которые еще не знакомы с самим каналом. Приходится объяснить, что здесь можно найти, что здесь нельзя найти. Вот поэтому, если вы уже устоявшийся подписчик, вы знаете, куда пришли, то, пожалуйста, в описании там есть тайм-коды. Сразу можете тыкать на тот тайм-код, который вам подходит. Пропускайте это видео. А если вы впервые на канале, то, пожалуйста, послушайте эту информацию, потому что она может вам помочь в том, чтобы сэкономить ваше время. Допустим, вы можете прийти на канал, исходя из какого-то названия. То есть вам, допустим, понравилось какое-то видео, и вы приходите и хотите посмотреть конкретно это видео, но какие у меня ограничения есть? Вот здесь вот помещается буквально одно какое-то название. И если в видео есть 5 каких-то моментов, я должен выбрать всего лишь одно и вынести сюда. Я не снимаю инструкции. Я категорически против инструкций. Объясню почему. Потому что когда вы скачали какую-то инструкцию, то там человек, который разбирается в том, что он делает, в среде, которая не такая же, как у вас, показывает, как он добивается результата, но у него знания тоже не всегда такие же, как у вас. Поэтому для вас это часто может быть неприменимо. На чем я концентрируюсь? Я концентрируюсь на то, чтобы люди, которые хотят создавать свои IT-продукты, они нарабатывали свои навыки. И благодаря вот тому, что я показываю, это как раз преодоление сложностей, это моя жизнь, это вот будни веб-код-блогера США. Я создаю IT-продукт и даю подсматривать за моей жизнью. То есть вот это то, о чем канал. Это не инструкция, что вот вы пришли и все видео будет вот конкретно об этом. Нет, я стараюсь вот помочь таким же людям, как я, вклиниться в разработку. У меня коммерческий опыт первый был, наверное, в 2018 году, когда я первые деньги заработал, и мне заплатили за фуллстак разработку. То есть я еще помню, как это писать все руками. Да, но сейчас вот я наблюдаю научно-техническую революцию, и я работал в том числе как проект-менеджер и как автоматизатор-тестировщик, и я управлял небольшими командами разработчиков, дизайнеров, тимлида. И я сейчас наблюдаю, что с этими инструментами за час я делаю то, что команда из 4 людей делала за неделю. Даже когда мы им покупали курсор с встроенным ИИшкой, то вот достаточно все долго было, пока не появились вот такие вот технологии, как Command Line интерфейс, когда непосредственно искусственный интеллект имеет доступ к файловой системе. То есть вот это был просто прорыв, которому я не могу никак нарадоваться. Да, и вот вы, зрители, можете просто посмотреть видео моего канала, допустим, с самого начала там глянуть, как настроить окружение и как создавать ваш продукт, то это может вам помочь самостоятельно создавать продукты. Какие у нас есть плейлисты? Я создавал сайт,
То есть вы можете, ну, все. То есть многие там говорят, за 20 минут создал сайт, и все работает. Я не знаю, я, по-моему, домен, наверное, 20 минут выбирал, какое имя выбрать, потом к какому хостингу это все подключить, потом маршрутизация, потом настраивание имейла, чтобы все срабатывало, потом, чтобы автоматически заливаете код на GitHub, и чтобы он подтягивался на сайт. Но я не знаю. Ну, то есть у меня это выходит где-то как минимум 30 часов. Но учитывая то, что за 30 часов вы действительно создадите ваш веб-сайт, и все шаги показаны с ошибками, с преодолением, с тем, как я ищу, нахожу и решаю проблемы, это помогает вам получить вашу IT-насмотренность, чтобы у вас все получилось. Вот, допустим, создание сайта с нуля, 27 видео. А потом, ну, то есть создается вначале какой-то сайт, потом он улучшается, потом подключение туда платежной системы, потом мультисайт засеошенный, установка, настройка окружения, да. То есть здесь по плейлистам можете побродить и посмотреть. Что я могу сказать, что сейчас вот мы продолжаем мобильную разработку, и если вы вклинитесь сразу там в какие-то 30 какая-то серия, вам будет непонятно, почему там Диего ненавидит Рауля, да, поэтому если вы впервые вот увидели это видео, понравилось вам название, вам лучше все-таки перейти по ссылке и посмотреть всю мобильную разработку сначала. Вот, тогда у вас все будет полный контекст, что происходит и почему то, что происходит сейчас, это интересно и классно. Также я провожу хакатон. Ну вот да, я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. То есть вот все, что я работаю, все, что непонятно, вы просто заходите вот сюда, вот настройка окружения, и все показано по полочкам, как все настроить. Так что полная прозрачность. Так, насчет хакатона, если хотите получить опыт быстрой разработки, если вы желаете получить, может быть, грамоты участника или победителя, то вот так вот это приблизительно все выглядит. Вот такая страница участников формируется, судьи и вот такие вот дипломы. Диплом победителя здесь, в этой номинации, вот этот человек выиграл первое место, а в этой номинации выиграл третье место. PDF можно скачать, и там вот есть еще, получается, ссылка на проверку. То есть, когда человек скачивает этот диплом, это тот же? Давайте проверим. Да, тот же. Хорошо. Вот, то он перебрасывается на сайт, где можно проверить этот диплом, что это не сам человек нарисовал. Ну и QR-код тоже сюда же ведет. Вот, так что если вам, может быть, нужен или полезен будет диплом хакера, может быть, вы выходите в инвестиции какие-то, может быть, вы личный бренд качаете или там бренд вашей компании, то вам есть смысл поучаствовать, победить. Вы просто на регистрацию заходите сюда и добавляйтесь, пожалуйста, в Discord. Там будет актуальная информация, на какой площадке будем проводить и где, как это будет. 2 судьи из США. Так что я планирую еще одного судью добавить из Magic 7, из фангов, ну, то есть там Google, Meta, Facebook, из этой фаланги, так что я считаю, что судейство прикольное. Вот, так что добавляйтесь. Окей, вот такое вот интро, где вы, что вы, чего ожидать и чего не ожидать, чтобы, если вы впервые, вы знали, что по названию судить о содержании не надо, и что нужно смотреть именно сериал с первой серии и вот уже до конца. Окей, мы продолжаем мобильную разработку. Добро пожаловать. Еще раз доброго времени суток. Экспериментирую с длиной видео. Наверное, часто мои веб-код сессии, они соответствуют там
формату 4-5 часов. Но я не знаю, я как-то боялся вам загружать такие длинные видео. Может быть, вы не захотите такое смотреть длинное, но зато все в одном месте сжато, скомпоновано и систематически показано, что происходит от начала до самого конца. Может быть, это будет вам интересно. Ну, я посмотрю по статистике, по отзывам. Так что, если скажете, как вам, то мне будет понятно, продолжать в этом духе или нет. Здесь я боролся с плохим звуком. Вроде бы сейчас звук хороший. Я вроде бы поборол. Скорее всего, там была связка плохое питание и USB отваливался. Ну, то есть нестабильно работал из-за ухода в энергоэффективность. Во мне сейчас борется два таких вот желания. С одной стороны, первое желание — это выкатить максимально быстро продукт, вот этот I Was Kidnapped, мобильное приложение в Play Market, а с другой стороны, хочется, чтобы он был без багов. С одной стороны, мне кажется, что я подам на модерацию в Google, и они скажут, что все не так, все плохо, переделывай половину приложения, и еще напиши там кучу всяких политик. А с другой стороны, я думаю, ну, вроде бы я и неплохо подготовился, могут сразу и одобрить. Поэтому вот, если бы я знал точно, что будут правки, может быть, я сразу бы опубликовал. Но у меня есть страх, что могут и пропустить сразу в публикацию, поэтому хочется сделать хотя бы без багов явных, таких жестких. Ну, в любом случае, какие-то баги остаются. Это часть процесса разработки, но хотя бы без существенных. Что, получается, сделал в прошлом видео? Если вы не смотрели, то отказался от GitHub Actions, потому что я уперся в лимиты, и в том числе это повлияло на качество разработки. В плане того, что она стала лучше, а не хуже. Почему она стала лучше? Потому что я смогу загружать больше 6 агентов, которые работают параллельно над моей задачей. То есть я, может быть, ускорюсь в скорости, увеличусь в скорости, и при этом, скорее всего, я не потеряю в качестве. То есть те CI, которые были автотесты, они зеркальны, локально и на CI. И ишка не свойственно ей пропускать, специально писать no verify, чтобы пропустить локальные тесты. То есть они стараются выполнить SDLC по полной. И так как они стараются, но просто что-то забывают или просто в контекст не попало конкретной модели какие-то мои требования, то вот как раз тесты помогают. Ну, поэтому, наверное, тестирую без GitHub Actions, как получится разработка. Вот, и пока что мне нравится. Мой компьютер опять крашнулся, так что продолжить сессию с того места, где это все было, у меня не получится, поэтому пользуем наши записи. И я, наверное, даже сейчас для эксперимента 8 агентов сразу запущу. Так, CD меня, клауда. Давайте сейчас вот так вот 3, 4, 5, 6, 7. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей. Я думаю, просто так позапускаем их. Или давайте вот так вот даже. Чтобы сразу их всех подготовить. И потом уже на это не тратить время. И чтобы мы знали, что у нас есть уже готовые работники, которые знают наш проект и которые готовы уже рваться в бой и выполнять задачи. Ну да, кто-то может сказать, что это лишние токены на загрузку лишнего агента, которые MCP сервер need authentication. А какой MCP мы используем?
Gmail мне не нужен. В этом проекте, я думаю, ничего не будет из этого использоваться. Так что я бы не обращал на это внимания. И он не аутентифицирован, потому что в памяти у него, наверное, хранится, что я дал доступ. Но это я дал доступ из-под винды, а мы работаем из-под Linux и Ubuntu. Окей, хорошо. Значит, мы идем по... Так, надо подключить мобильное устройство. Дизайн уже приятный такой стал. Не красненький, а зелененький. Сейчас разблокирую мобилку. Ну, на самом деле с лупой выглядит страшненько, некрасиво. Но с этим я тоже работать не хочу. Так, мне два терминала как-то не хочется. Я попытаюсь все перенести в один. Вот, хорошо. Да, я кликаю, и сразу я вижу все терминалы. Но короткие у нас названия тогда будут. Можно ли тут как-то сделать его маленьким? Нет. Rename, duplicate, split, move, tab, move left. Ага, ну, такое себе. Что у нас здесь? Без лупы достаточно хорошо выглядит, а с лупой, ну, чуть-чуть страшненько, но я не хочу этим заниматься сейчас. Дизайн этот вылизывать. У нас уже есть автоинкремент версии нашего мобильного приложения. И давайте глянем, что у нас было сделано полностью и не полностью по разработке. Значит, сервер deleted, удаленные юзеры не могут сработать по Deadman Switch, асинхрон серверных тестов очередь. Ну, давайте вот это мы поручим первому. Ой, я не то сделал. Надо вначале познакомить его, и всех их надо познакомить с нашей документацией. Прочитай все до конца этот файл и те файлы до конца, на которые он ссылается. Ну, то есть он как-то что-то все равно сам подхватывает и понимает, как это все надо. Так, мы вот так вот ему выберем отсюда. Новый интерфейс автоматически копируется, если выделяете мышкой. И давайте выделим автоматически. И повставляем сюда везде, чтобы они все попрочитывали это все и были у нас готовые агенты, с кем уже можно продолжать работать. Это у нас идет отзеркаливание, то есть мы тут уже ничего не трогаем. Когда здесь пишется информация, когда я переворачиваю экран, то есть ну здесь оно как-то не отображается. Ну, в общем, когда есть возможность перевернуть экран и меняется расширение, то вот здесь вот тогда новый вывод происходит. Я им дал задание почитать. Вначале хочу одного инициировать, чтобы он пошел выполнять все. И потом переходить к следующему. Давайте глянем, какие у нас мониторы ресурсов. То есть, что у нас там взлетает компьютер или не взлетает, комфортно ему или нет. Ну, на самом деле, на 85% он занят GPU. Процессор у нас более-менее свободен, а память более-менее свободна.
подумываю насчет того, что я надеялся, что мой компьютер просто по гарантии заменят на работающий или еще лучше на более новую модель, потому что, ну, такой же модели, наверное, у них уже нету. Год уже прошел. Ну, там, больше года. Да, больше года. Почти 1,5 года. Вот, но как-то сервис не активен в этом направлении, поэтому, наверное, буду думать какой-нибудь десктоп себе взять. Может быть, запишу об этом видео, как я выбираю, что есть смысл брать для веб-код блогера в 2026 году летом. Что стоит своих денег без жесткой переплаты и сочетания цена-качество. Плюс задача агенты, искусственный интеллект, ну, плюс еще параллельно запись и рендер видео. Они долго достаточно читают, этот уже готов. Хорошо, значит, давайте посмотрим. Он X-High Efforts, значит, все они так. Мне это подходит. Этого давайте переименуем. Сервер. Я так думаю, что это уже разработано. Поэтому мы копируем в уже сделано. Вот асинхрон серверных тестов это то, что я хочу сделать. Сервер QA post SQL. Сервер QA асинхрон. Давайте так назовем нашего бойца. Так, если желтеньким у нас было то, что было запущено в прошлой сессии, наверное, это мы синеньким каким-нибудь покрасим, чтобы отличалось, чтобы мы понимали, то тогда было запущено, и мы потеряли это после краша. А сейчас мы уже запускаем это все. Угу. Serve QA асинхрон, может быть, вот так вот, чтобы экономить место и чтобы поместилось. Так. Задача 1. Удаленные юзеры не срабатывают по уже сделанным. Да, я так и понял. И мы ее уже перенесли. Вторая задача асинхрон сервак теста в реальный PostgreSQL не начата. Есть только tzdoc. Проблема плана tzdoc закладывает докер локально, CI сервер Postgres. В этой среде ни того, ни другого нет. Я проверил. Docker, Compose, не установленный PostgreSQL. Отключен. CI сервис Postgres сейчас не запускается в принципе. Реальный гейт, локальный тест all. Значит, нужен способ поднимать настоящий Postgres без докера. Тут что-то не то. Тут что-то не то. Мне кажется, что должно быть по-другому. Вы знаете, мне Handy как-то понравился. Я вначале его недооценил, а сейчас как-то уже после того, как в прошлой записи GPT-чат длинные записи мои переставал записывать, рендерить, то я уже как-то расстроился, обиделся на него, и Handy работал корректно. Давайте посмотрим по монитору ресурсов, что получается с Handy.
Сделаем его небольшим, и, скорее всего, это модель X-Large, модель Whisper Large, который грузит GPU. Но, не знаю, даже при таком GPU справляется. И, наоборот, не справляется, когда не веду запись. Я не понимаю, как будто бы разгоняет что-то это GPU. И она лучше работает, когда под нагрузкой. Не знаю, такое наблюдение. Так, значит, я ему хочу написать... Что я хочу, чтобы ты сделал? Мне кажется, что, может быть, техническое задание чуть-чуть неправильное. То есть нужно ли поднимать докер, если я хочу тестировать реальный сервер? Как докер связан с тестированием реального сервера? У меня нет представления. Смотрим на ресурсы. Поднялась до 92, 85. Ну, то есть вот какой-то такой маленький пик там был. Ой, это ж мне надо было стоять здесь мышкой. Он распознал или нет? Тут хорошая функция, что если вы не были в правильном месте, то можно скопировать из истории, там, где он себе это надиктовал и сохранил, и откуда он копирует и вставляет методом копировать, вставить. Ну, видели, пик очень маленький был, то есть чуть-чуть загрузилось и сразу выдало результат. Так что очень-очень даже классненько работает. Это у нас что? Это. Да, давайте свернем. Внизу модель пишет еще Whisper Large. Хорошо. У меня был соблазн сказать, что вот у тебя есть рабочее дерево, у тебя есть техническое задание, выполняй. Но когда я увидел докер это, виртуализация, то есть это поднимается локально какой-то образ и проводится тестирование на каком-то локальном образе. По-моему, это вообще дикая дичь. И это вообще не то, что мне нужно. Я просил сделать оптимизацию серверных тестов. И хороший вопрос, и твое чутье верное. В ТЗ докер действительно лишний, и к тестированию реального сервера он прямого отношения не имеет. Давай разложу по-простому, без жаргона. Докер тут ни при чем, это просто коробка для одноразового Postgres. Сначала разведем два разных смысла слова «реальный», которые в ТЗ слились в один. Чем тесты гоняются сейчас? pgmem — это подделка Postgres, написанная на JavaScript, живет в памяти процесса, быстрая, но врет. Часть SQL ведет себя не так. Настоящий Postgres в Cron TS уже есть костыли. pgmem не умеет интервал, итог тест зеленый, а тот же код на боевой базе ломается. Это корень номер 3 флака. Что значит реальный Postgres в тестах? Взять ту же программу движок, что крутится в проде, Supabase, это Postgres, поднять ее локально как пустую одноразовую копию, прогнать тесты против нее и выбросить. Это ловит вранье pgmem и совпадает с проходом по поведению. Важно, это не боевая база и не боевые данные. Это локальный пустой Postgres, который живет только на время прогона тестов. Тестировать реальный сервер. API, iWasKidnapped.com вживую совсем другое. Стучаться в живой прод-сервер в юнит-тестах так не делает. Опасно, медленно, портит боевые данные. Это отдельная история Smoke end-to-end. Где здесь докер, чтобы прогнать? Дальше мне неинтересно читать. Это не то, что я хочу. Что у нас важно делать?
Если мы накатим локальный докер, то это будет полная фигня, и это не то, что я хочу, и не то, что я выстраивал в техническое задание. И может быть очень хорошо, что компьютер крашнул, а то бы он накатил совсем не то, что я хочу. Я хочу тестировать боевой сервак. Мне важно запустить все задачи в асинхроне. Мне важно имитировать стресс, нагрузку и нагрузочное тестирование фактически нашими тестами. Я хочу посмотреть, выстроится ли очередь запросов действительно в PostgreSQL и отработает ли она корректно. И это будет как раз каждый раз, когда мы разрабатываем, а тесты у нас растут, то это как раз будет такая мини-стресс-задача, если там сразу зайдет там 100 пользователей или там 200 пользователей и захотят отправить единомоментно нам запрос, сможем ли мы это корректно выстроить в очередь и обработать. Поэтому никакого докера, никакого локального прогона, никакой виртуализации, а только реальный сервер и не smoke тест, не то, что что-то сломалось и полезли дыры со всех щелей, а все тесты должны прогоняться каждый раз, чтобы мы могли поймать, если даже хотя бы маленькая штучка ломается на нашем серваке из-за того, что не так написан код. Это очень важно, именно так построить философию тестирования и архитектуру того, что я хочу для разработки. Вот это длинная запись, которую я уже обычно надиктовываю, там, допустим, GPT. Смотрим на ресурсы. Ну, и ресурсы, по сути, ничего и не расходовалось. И, ну, что-то там распозналось. То есть практически никакой загрузки не было. Это очень интересно и странно. Когда я работал самостоятельно, вроде бы там как-то взлетало там до 80, до 90% GPU-ха. А тут она там на 2-3% поднялась и все. Так, давайте прочитаем. Тут есть функция в Handy. Если какие-то слова неправильно распознаны, но я их часто использую, их можно туда Advanced Mode, продвинутый мод закинуть и все. Поэтому перечитаю, что я написал, что он распознал. Что у нас важно делать, если мы накатим локальный докер, то это будет полная фигня, и это не то, что я хочу, и не то, что я выстраивал в техническое задание. И может быть очень хорошо, что компьютер крашнул, а то бы он накатил совсем не то, что я хочу. Я хочу тестировать боевой сервак, мне важно запустить все задачи в асинхроне, мне важно имитировать стресс, нагрузку и нагрузочное тестирование фактически нашими тестами. Я хочу посмотреть, выстроится ли очередь запросов действительно в PostgreSQL и отработает ли она корректно. И это будет как раз каждый раз, когда мы разрабатываем. И тесты у нас растут, то есть как раз будет такая мини-стресс-задача, если там сразу зайдет 100 пользователей или 200 пользователей, захотят отправить единомоментно нам запрос, сможем ли мы это корректно выстроить в очередь и обработать. Поэтому никакого докера, никакого локального прогона, никакой виртуализации, только реальный сервер и не smoke тест, не то, что что-то сломалось и полезли дыры со всех щелей, а дым, наверное. А все тесты должны прогоняться каждый раз, чтобы мы могли поймать, если даже хотя бы малейшая штучка ломается на нашем серваке из-за того, что не так написан код. Это очень важно. Именно так построить философию тестирования и архитектуру того, что я хочу для разработки. Ну, да, в общем, вот так. Распознал качественно. Мне кажется, что тут дым, я хотел сказать, а не дыры. Понял тебя, и философии я разделяю, настоящий Postgres, весь набор, каждый раз все параллельно. Как непрерывный нагрузочный тест, который ловит даже мелкую поломку, PGMM, фейковый Postgres на JS, под нож, докер, локальная виртуализация мимо, согласен полностью, это правило.
Правильно, именно так и построю. Но по контракту нашел проблему, обязан сказать. Я обязан притормозить на одном слое боевой сервак. Если понимать буквально, гонять весь набор тестов против продакшн-базы, это не просто рискованно, это воспроизводит ровно ту катастрофу, которую мы только что чинили конкретно. А тесты паники дайджестов отправят реальные письма реальным контактам. Каждый прогон в наборе есть тесты Panic Alert. На проде они зашлют тревожные письма живым людям. Скажи мне, пожалуйста, а как в тестовые данные могут попасть контакты реальных людей? Это вот по первому твоему вопросу. Ну, то есть это же нелогично, у нас же тесты прогоняются, а не мы триггерим всех пользователей, которые в базе данных находятся. Тестовые данные у нас шлют email только на тестовый email, который является мой. Да, я человек, да, я реальный. И да, это письмо действительно должно отправиться, и я его должен действительно получить. Это и есть тест. Это по первому пункту я буду потихоньку надиктовывать. И если что-то еще актуально из этого, то ты мне задай заново эти вопросы. Если что-то уже не актуально, то можешь оставить незаданными. Ну да, вот монитор ресурсов я смотрю, то вообще, такой вот маленький бугорочек тут вообще несущественно по сравнению с тем, как 85% сжирает видеозапись, и там 2% это нагрузочная сильная модель Whisper Large. Я не знаю, как записать экран. Когда не ведется запись экрана, то весь GPU загружается там на 80-90% и долго работает. Почему, когда видеозапись идет? Может быть, тут разные вот эти вот штуки используются. То есть тут 3D, копирование, видеоэнкод, видеодекод. То есть сейчас у меня используется видеоэнкод. И может быть Whisper Large, тогда мы, более детально еще посмотрим по монитору ресурсов. Ты прав, и я зайду проверить факты, а не спорить из предположений. Дай сверю с кодом, как тесты реально шлют письма и кого трогает крон. Вот это уже разговор. Вот это уже адекватно, а то он так нагенерировал какие-то вопросы, какие-то стартовать, но не почитал кодовую базу. Я ему задал один четкий вопрос, и это его стриггерило на то, чтобы он действительно изучил. Если вы будете работать с искусственным интеллектом, это хорошо задавать ему вопросы, на подумать, чтобы он не генерировал что-то, а чтобы он пошел и изучил. Такая лайфхак маленький. Вот. Тут получилось. Он пошел. Начинает исследовать. Это наш первый разработчик, но я не переключаюсь между несколькими, чтобы уже его запустить. Хотя, может быть, и есть смысл переключаться между несколькими. Пока он тут думает. Это синеньким померили. Я хочу, сделать оптимизацию использования мобилки. Так, он все прочитал, хорошо, мне нравится. Я перепроверил на всякий случай. Я ему запущу задачу, и когда он уже будет что-то изучать в этом направлении, дополнительно надиктую, так экономия времени будет. Контекст. Значит, у нас, допустим, есть 2, 3, 4, 5, 6 или 8 разработчиков, все они искусственные интеллекты, все они находятся здесь вместе с тобой и видят то, что ты видишь. И моя задача — это сделать быстрое тестирование на мобильном телефоне.
А что сейчас происходит? Как-то подключаются к мобильному устройству тестировщики, наши искусственные интеллекты, и они между экранами и между действиями имеют какие-то огромные конские паузы. И у меня было подозрение, что вроде бы там есть принудительные слипы и ожидания. Возможно, там все дело в том, что действие 1 выполняется быстро, но вот переключение между действием 1 и действием 2 связка плохо работает. То есть твоя задача оптимизировать и написать пути. Ну, то есть мы создаем в виде такого конструктора. То есть все отдельные скрипты, как на что-то нажать и как что-то ввести, они должны иметь четкую структуру, и, допустим, они должны быть записаны в MD-документе, там, где это все лежит, чтобы новый искусственный интеллект мог зайти из кирпичиков, создать тот скрипт, который конкретно ему нужен по прохождению из точки А в точку Б. Но что я тебя попрошу сделать, это посмотреть, как сейчас сшиваются эти скрипты между собой. То есть я, допустим, вижу, что быстро ввелся пароль. Быстро ввелось имя, допустим. Потом идет какое-то ожидание 5 секунд, и потом происходит клик в введение пароля, и только после этого вводится пароль туда. То есть фактически это могло быть сильно быстрее. И потом медленно нажимается кнопка. Вот. Потом с пин-кодами там как-то очень тоже там медленно все происходит. То есть это точно не оптимизировано. То есть там очень такой большой пласт работы, что можно оптимизировать. И я прошу, чтобы ты этим занялся и забрал под себя мобилку и полноценно тестировал и оптимизировал все, что есть. Вот, он уже что-то нашел. И он вставит или не вставит? Или я уже не туда был сфокусирован, что он не вставит? Давайте зайдем в Handy. Контекст, да, он уже перевел это все. Забрал под себя мобилку, да, это то. А если бы я просто нажал Ctrl-V, оно бы сработало или нет? Как тут по настройкам? Непонятно. Ладно, будем разбираться. Второго загрузили и возвращаемся к первому. Может быть, он уже что-то, да, сверился с кодом. И тут важная развилка фактов. Признаю, в постановке в базе только тестовые данные. Ты прав, письма уходят только туда, куда указывает тест фактуры. Никаких всех пользователей мы не дергаем. Моя формулировка спам и реальным контактом в этой постановке снимается. На 2 факта из кода меняют картину. Я обязан их положить на стол. Так. Я так для себя, для интереса собираю моменты, когда, ну, Ишка что-то не то сказала. Откровенно обманула, давайте там скажем так. Факт 1. Сейчас тесты вообще не шлют писем и не на твой ящик, а под resend не дергает вообще ни одного письма, а фикстуры используем не твой инбокс, а заглушки. Реальный домен, то есть письмо реально приходит мне, это и есть тест. Это новое поведение, которое сейчас нету. Чтобы сделать его и безопасно, и по-твоему нужно снять заглушку. Это нужно пути реально слать, направить всех тест-получателей на твой тестовый ящик, жесткий гард. В тест-режиме слать можно только на белый список твоих адресов, иначе случайная фикстура улетит чужому человеку. Это
и реализует твою философию без побочного выстрела. Факт 2. Настоящая опасность не в обычных тестах, а в крон-тестах. 8 тест-файлов гоняют cron run cron cycle, а с cron делает 8 тест-файлов, гоняют cron по всей таблице, и он не отличает тестовое от реального, обрабатывает любую строку в базе. Поэтому мы не триггерим всех пользователей верно по намерению, но SQL этого не понимает. Это безопасно только если в базе нет ничего, кроме тестовых данных. Опять обманывает. Ты хочешь сказать, что крон-задача будет триггерить реальных пользователей, а не тестовые данные? Ну, такой бред откровенный высказывает, если честно. Да, конечно, я именно это и сказал. Все заглушки полностью убираем, их не должно быть. Это я не досмотрел. Шлем только на реальный мой email. Так, выводы. Он совпадает с своей идеей. Нужен реальный Postgres-сервер, в котором лежат только тестовые данные. Ну, какой-то бред. Похоже на реальный бред человека, который не является искусственным интеллектом. Ты же искусственный интеллект, и ты так неправильно делаешь архитектуру. Как можно создавать тесты и для тестов создавать виртуальную среду, если я тебе сказал, что мы должны тестировать реальный боевой сервер, а ты мне опять про виртуализацию какой-то отдельной базы данных. Ну что ты мне подсовываешь всякую какашку вместо того, что я тебя прошу? Ты думай правильно. Нам нужно тестировать то, что работает, а не какие-то тестовые тесты. Тестировать отдельно, что никак не связано с боевым серваком. Делай то, что я тебе говорю, а не то, что ты сам себе выдумываешь. Но спорить ты можешь, я поддерживаю, но спорить ты обоснованно, а ты всякую фигню мне подсовываешь. Плохие варианты. Ты подсовывай мне хорошие варианты, думай. Я просто резко вдыхаю и... Ой. Я думал, я уже нажал вставлять. Просто резко вдыхаю, вам так хорошо слышно, извините, пожалуйста. Принято и зафиксировано, никаких заглушек, все письма только на твой реальный ящик, глушилку снимаем, плюс жесткий гард, белый список, согласен полностью, 2 инженерных уточнения, без которых эта идея сломает схему BD оба с решением. Один и тот же адрес нельзя вписать всем тест-юзерам. И в параллели десятки тест-юзеров упадут на конфликте. Бред какой-то. Кто додумался написать такое, что 2 юзера не могут использовать одного и того же доверенного лица? Одно и то же доверенное лицо. То есть это просто ошибка в архитектуре, которую мы отлично что увидели и отлично что исправим. Пользователи должны иметь возможность отправить одному и тому же пользователю данные. Допустим, человек является адвокатом. У него, допустим, есть там 50 клиентов. И 50 клиентов выставили его email как emergency contact. Мы должны позволить это все сделать. Ну, такое выясняется, да, то есть вот куда я не смотрел, там вот рушится, оно рушилось в прошлой сессии, я начал обращать туда внимание, и там, ну, бедлам, конечно, творится.
Объем, и тут я обязан предупредить, потому что это бьет по твоим же целям. Антифлаг, deliverability, это каждое письмо тест реально шлет на каждом прогоне 3-4 разработчика, параллельно набор растет, получается твой инбокс заливает сотнями писем за один git push, resend упадет в твой рейд. Это уже правильные вопросы, и мне не до конца понятно. То есть у меня есть мой домен, у меня есть мой NS-сервер, у меня есть хостинг. Почему мы пользуемся resend для отправки, у которого есть какие-то лимиты и ограничения? Может, есть смысл и есть возможность настроить это все без resend, чтобы мы самостоятельно это все слали? Давай подумаем над вот этой архитектурой, потому что упираться в resend, я не понимаю, зачем он нам вообще нужен. То есть, да, для начала, когда я просто тестировал, как оно все работает, дешево, быстро на коленке поднять и посмотреть, потестировать, это было правильно. Но если мы действуем всерьез и надолго, то какой смысл нам платить resend, если мы можем самостоятельно это сделать бесплатно у нас? Так, я вижу, что здесь уже скриншот сделал наш первый. И уже что-то там начинает тестировать. Монитор ресурсов закрываю. Открываю нашу мобилку. И будем смотреть, что они там делают, что они там тестируют и как автоматизируют, и растет ли скорость. Мне понравилось такое вот отображение. Вчера мы так работали. Постоянно мы видим и смотрим, что делают наши автоматизаторы. Я думаю, это вот наш... Я как-то не понимаю, что здесь. Сервер асинхрон. Хорошо. Вот это вот у нас да, при наведении получается, я вижу полное название. Это хорошо. То есть тогда мне подходит. Не надо их в разные окна. То есть этот работает. И давайте глянем, что у нас здесь. Это меняет фокус. Ключевое в том, что ты описал, быстро ввелся email, пауза 5 секунд, клик в поле пароля. Вот. Слепой слип, тут не главный подозреваемый, паузы сидят в швах между шагами. И у меня сразу есть сильная гипотеза, откуда конские паузы. Ну, когда я произношу, вроде бы оно как бы нормально, когда читаю свои же слова от Ишки, то думаю, что я правда так говорю. Да, оказывается, да. Сам UI Automator dump на M21 стоит 2,7 3 секунды за вызов. Это написано прямо в комментарии. libmjs событие ожидает, дергает down в цикле. Значит, каждая проба стоит неудачные пробы между экранами, 6 секунд ожидания даже без единого слип. Плюс каждый шаг при сшиве заново дампит для проверки импотентности. Прежде чем фиксировать план, прочитаю разные шаг-файлы и тесты. Ну вот, отлично, да. То есть я ему дал больше контекста, как я глазами вижу. Люди важны. Я ему дал больше контекста, как я вижу сам баг по медленной работе скриптов, автоматизации мобилки. И он уже мою гипотезу отбросил, что слипов уже нету, потому что, ну да, слипы уже были убраны до этого, еще в прошлом, вчера. И я не понимал, почему все равно так медленно. И он говорит, что именно вот этот вот вызовы, пауза между вызовами разных скриптов 3 секунды. Ну и поработать с ними хорошо. Так, это правильный вопрос. У меня есть твердая позиция, как у инженера. Коротко, принимать письма на своем домене, да, легко и бесплатно. Мы это и делаем через Cloudflare для входящих ответов.
надежно доставлять исходящие в чужой инбокс, Gmail, Outlook, Yahoo. Это не про есть домен, NS и хостинг, это отдельная тяжелая задача. Именно в ней вся ценность ESP для приложения, где смысл в том, что тревога дошла. Твоя отправка с нуля, шаг назад. Разберу, почему по фактам. GCP физически блокирует исходящий порт 25. Это решающий факт. Google Cloud, как AWS Azure, запрещает прямые SMTP соединения наружу с VM, именно чтобы облачные IP не слали спам, то есть слать самим с нашего хостинга на GCP невозможно в принципе, все равно нужен релей-сервис. Это не настройка, это политика провайдера. Репутация IP с нуля. Твои тревоги летят в спам. Gmail решает inbox spam reject в основном по репутации отправляющего IP. Свежий IP, боевой VM, холодный, без репутации, новый отправитель алерт писем по умолчанию идет в спам. Или гриблистица. Прогрев, неделя, месяцы постепенного объема. Для Safety App это худший возможный фундамент. ESP держит теплые пулы, IP с репутацией это буквально то, за что им платят. Мы бы выкинули на то, на что уже завязаны. Сейчас сервер по веб-хукам ведет таблицу. Это серверный свидетель доставки вместо чтения инбокса руками, плюс обработка bounce, compliant, suppression листы, PTR, резерв DNS, мониторинг, блок листов. Все это пришлось бы строить и вечно поддерживать самим. Окей, то есть Resend, он нам полезен. Один MTA на одной VM, единая точка тихого отказа всех тревог для приложений личной безопасности, молчаливый провал доставки. Это есть катастрофический режим, управляемый сервис избыточен и мониторится. Своя коробка нет. Где ты прав, цена и лимиты Resend реальны, но смотри на источник боли, он почти целиком от идеи, каждый тест реально шлет каждый прогон. Вроде объем крошечный, тревоги редкие события, Verify Reset раз на регистрацию. Там Resend дешев и критичен для доставляемости. То есть упирание в Resend — это тест проблемы, а не прод проблемы. И решается она тест архитектуры, а не сменой провайдера. Моя рекомендация, хорошие варианты. Прод оставляем управляемый, ESP. Если гложет именно цена, лимиты, Resend есть Amazon SES. 10 центов за 1000 писем, высокие лимиты, хорошая доставляемость. Это есть всерьез и надолго, дешево. Без своего MTA и без войны с портом 25. Важно, транспорт у нас уже в одной функции. Send via Resend. Сменить провайдер локально, шаблоны не трогая. Мы не залочены, можем уйти с Resend, когда захочешь, но на другой управляемый сервис, не на самохост. Тесты. Вот где настоящая развязка объема. И она снимает весь пункт 2, независимо от провайдера. Большинство письмо тестов проверяет payload локально. Кому тема тела from без реальной сети, 0 отправок, 0 429, 0 флуда, 0 цены, маленький deliverability, набор Panic Alert Verify реально шлет тебе с тротлингом. Твое письмо реально дошло в мой Gmail, сохраняется, но это единицы писем за прогон не стоит. Не сотни. Так ты получаешь реальную end-to-end проверку доставки и отсутствие флуда. Что предлагаю решить? Про доставляем направляемым ESP Resend сейчас. SES переедем отдельные задачи, если цена принципиально. Не мешаю ее в этом. А тест объем строим как payload, assert для массы, маленький реальный набор. Тебе согласен?
А то, что ты сказал, это важно, существенно, и спасибо. Обычно я расстраиваюсь, когда много текста, но здесь все, что ты написал, мне было важно прочитать. Так что я тебе благодарен за то, что ты мне это все написал. Пока я хочу оставить resend, пусть у нас будет все рабочее и как есть. Я тогда предлагаю добавить один реальный, ну вот на прогонку реального сервака, пусть будет одна реальная отправка имейла. Знаешь, как, наверное, надо сделать? То, что Ты же можешь принимать письма на сервак? Правильно? То есть ты можешь принимать, и мы можем принимать, и ты их можешь распарсить. Я бы хотел, чтобы письмо уходило нам же, чтобы... В чем сейчас сложность? На Gmail ушло, да, я вижу фактически, как оно ушло, дошло, пришло, но что дошло, в каком качестве, в каком виде, что сломалось, что не сломалось, сейчас ты не можешь увидеть. То есть это я вижу только своими глазами, но чтобы ты еще мог дополнительно что-то там оттестировать, посмотреть, накатить и сделать, исправить, то ты должен видеть, дошло ли письмо физически и какое содержание внутри. Я думаю, вот такое вот за один прогон, одно письмо, это будет дешево, а остальное вот делаем, да, проверка содержания без физических отправок. Но при этом именно взаимодействуем с той же базой, которая у нас есть боевая, не создаем никаких дублей, не создаем никаких тестовых, и гоняем, что все действительно у нас работает на продакшене, что новый код никак не сломал продакшен. То есть это мне важно сделать, чтобы новый код не ломал то, что у нас уже есть, и прогонять реальные тесты на реальном серваке. Ну, а потом уж, да, если или когда будут пользователи, то тогда уже можно улучшаться в инфраструктуре. Пока что можно сделать такой вот упрощенный вариант. Так, мы ему отправили. Здесь у нас он переписывает вроде бы все. По чек-листу проверяет, что может быть, где он может ускорить работу. Хорошо. Тут этот делает оптимизацию мобилки. Этот занимается оптимизацией сервака, тесты. Опять час прошел. Вроде бы просто составил техническое задание для 2 яишек, чтобы они поняли, что делать, и уже так незаметно прошел час. Да, лучше обсуждать техническое задание с яишкой где-то полчаса, чтобы он потом сделал, и чтобы это хорошо встроилось в ваш проект, и чтобы это был хороший такой фундамент, на который можно строить здание, чем просто сказать «делай что-то, делай как-то». Человек помнит больше, человек знает больше о будущем, больше о прошлом, поэтому яишка сама сейчас не может строить хороший продукт из-за того, что она не помнит прошлого, не знает будущего, мы не все ему рассказали, и когда он что-то советуется, а важно ему дать право и обязать его советоваться насчет плана, который он хочет реализовать, то тогда вот соединение человека и компьютера, искусственного интеллекта, Cloud-код дают хороший результат. Вот как сейчас. Мы час создавали 2 технических задания для того, чтобы 2 агента пошли выполнять. Идея с обраткой отличная, и она ложится на то, что у нас уже есть. Да, я проверю in-out приемник в коде, чтобы говорить по факту.
Я боюсь уйти опять в настройку и в разработку. Мне хочется побыстрее все-таки выкатить, но мне хочется выкатить то, что не имеет грубых багов. И если что-то ломается, я хочу об этом сразу получать информацию. Кстати, может быть, об этом надо сразу получать информацию. Если что-то сломалось, как я получаю информацию? У нас вроде бы есть монитор. Краш. Репорт. Куда? А если все крашнулось, куда я получаю отчет? Нужно ли настроить уведомления в Telegram? Или достаточно просто email уведомления и посмотреть, как это настроено сейчас. Это первая задача. И вторая задача — это что мы собираем. То есть мы собираем краши отдельные только по серверу, или мы собираем в том числе краши еще и по тому, что приходит от пользователя. Мне необходимо получать и анализировать сразу все. То есть я хочу получать эту информацию. Давай пусть будет это Telegram-бот, и пусть туда шлется фотография и текст ошибки, да, которые мы собираем. То есть если пользователь нажал «Отправить баг-репорт», то я его должен мгновенно получить в этот бот. И, наверное, у нас должно быть два бота. Первый — это получается с пользователями, и второй — это по сервакам. То есть чтобы было у меня два отдельных бота, и я понимал, это проблема с серваком или это проблема с конкретным пользователем. Так, вот это важно сделать. И это получается отдельная какая-то задача, которая, можно сказать, не останавливает работу того, кто с мобилкой занимается, и не останавливает работу того, кто оптимизирует тесты с серваком. То есть это вот отдельная важная задача. Вот, допустим, я нажимаю Bug Report, я нажимаю Send Report, и куда оно ко мне приходит? То есть сейчас оно отправляется только на сервак, и все. Это можно поручить третьему. Так, значит, оптимизация работы мобилки пошла, а здесь он мне выкатил план. Проверил, твоя идея с обраткой не просто реализуемая, она ложится... это замкнутый цикл AI реально видит письмо. Тест просит сервер отправить одно реальное письмо, Panic Alert, или Verify, шлем его на наш приемный адрес. CC на твой Gmail, ты видишь глазами, я вижу программно, хорошо, мне нравится. Resend принимает, бьет webhook. Я расширяю хендлер, он сохраняет принятое письмо по probe токену. Тест читает синхронное назад, как уже делаем admin readback and heartbeat, ассертит содержание, тема, тело, ссылки, что отрендерилось, что сломалось. Мне resend сказал accepted, а письмо физически вернулось. Вот что внутри, байт в байт. Это и есть то, чего тебе не хватало. Я вижу факт доставки и контент, а не только статус. Одно письмо за прогон, копейки, остальное проверка payload без физической отправки зафиксировал. Теперь главное. Та же боевая база, ничего не создаем, но гоняем все тесты. Тут есть честное противоречие, и я его назову прямо. Большинство наших тестов — это запись, регистрация, добавить контакт, залить файл, старт паники, проверить добавление контактов рабочего, работает.
проверить. Добавление контакта работает нельзя, ничего не добавив. Прогнать все тесты и не создать на проде ни строки в лоб несовместимы, если только запись не делать бесследной. Есть золотой прием ровно под это. Транзакция на тест с откатом, rollback. Тест открывает транзакцию в боевой базе, выполняет все свои запросы по-настоящему. Противореальная Postgres ловит любые расхождения, любую поломку нового кода, в конце откатывает. А что он начал опять мне предлагать? Опять какую-то дичь начал предлагать серверщик наш. То есть он говорит: окей, мы делаем rollback, мы накатываем все наши тесты, а потом они откатываются назад. Я возразил, что это полностью против моей философии, что мы опять создаем какую-то тестовую среду виртуальную, которая выполняет не те действия, которые выполняет сам пользователь. И я сказал, что пользователь, если создает аккаунт, то мы должны создавать аккаунт. Если пользователь удаляет аккаунт, то мы должны удалять аккаунт, потому что пользователи не создаются через функцию rollback. Вот. Ну и он пошел работать, выполняться. Поэтому дадим им время поколдовать над кодом и вернемся через какое-то время. Хотя, чтобы не писать видео по 4 часа, я, наверное, остановлю вот это видео. Здесь мы обсуждали сервер, асинхрон, реальные тесты на реальном сервере, потом необходимость использовать какого-то сервиса для отправки писем, нужен ли resend, и оптимизацию работы на мобилке. Я думаю, мы сделаем вот такую вот отдельную запись. Так что спасибо, что посмотрели. Я желаю вам повышать вашу IT-насмотренность. Если это будет происходить с будни веб-код-блогера USA, то спасибо вам за доверие. Создавайте ваши IT-продукты единороги, миллиардники в долларах. Желаю вам финансового благополучия.